большая целеустремленность, воля. Если она поставила себе целью подняться на вершину, она уже не повернет, не даст слабинки себе расслабиться где-то там, захандрить. Она идет как боец. Причем, что, в общем-то, выгодно ее отличает от многих спортсменов, это умение распределить свои силы. Хоть на вид она вот такая хрупкая там вроде, тоненькая, маленькая, но она физически очень сильная. И вот ценным-то у нее является то, что она эти силы свои умеет распределить на все восхождение. И вверх, и вниз. Хотя в мирной жизни она работает на таком тяжелом производстве. Это ей дало жизненную закалку. И в горах ей, конечно, легче. С одной стороны, легче, потому что она прошла хорошую жизненную школу бойца именно. А эти качества в альпинизме очень ценны. С другой стороны, те же самые горы ей в какой-то степени напоминают, видимо, свои горячие дни здесь. Я люблю горы. И каждый свой отпуск я провожу в горах. Ничего они меня привлекают. Для того, чтобы вам понять, рассказать мало. Надо просто самому там побыть, посмотреть, ощутить ту красоту, которая вас будет окружать в горах. Горы — это здорово. Понимаете, вот если бы художник написал картину, какую мы видим в горах, то мы бы не поверили тому, что может быть такое. Вот рассвет встречаешь, и вот рядом стоят две вершины, белоснежные вершины. Одна розовая, другая голубая. Вот смотришь и не веришь в то, что видишь своими глазами. А что говорить уже о художнике? И тут казалось бы, что это его фантазия. На самом деле это так. При восходе освещенные склоны белоснежные кажутся розовыми, а в тени которые голубыми. Скалы серые, рыжие, черные. Ну что в них хорошего? Мертвые скалы. А все равно они дышат. Слышь, где-то камушек упал. Где-то, значит, осыпь заговорила. Горы дышат, горы живут.
Вот основное, значит, что подкупает в ней? Это большой оптимизм, увлеченность, безусловно, увлеченность горами. Но я бы сказал, что увлеченность на грани какой-то большой, очень большой любви. Победа, восхождение, покорение вершины, безусловно, приятно. Когда чуть побеждаешь не только вершину, с победой вершины приходит победа над собой, потому что в единоборстве с природой, с непогодой ты испытываешь себя. Один из журналистов сказал, что альпинисты себя испытывают как в космосе. Потому что так же, как в космосе, трудно, высоко. Как в космосе испытывали космонавтов, так мы же испытывали себя под тяжестью рюкзака, в нашей высокогорной обуви, под палящим солнцем, мерзли, не доедали, не досыпали. Но дружба у нас сохранялась до последнего, как бы нам трудно ни было. Трудно. Очень трудно бывает. Лезешь, обдирая коленки, локти, ломая ногти. Тяжело, очень тяжело бывает. Холодно. Тут же солнце обжигает тебя, ветер обветривает.
жажда, пить хочется. Лезешь. Лезешь и не должен показать виду, что тебе очень трудно. Тяжелый рюкзак, лямки тебе режут плечи. А ты не должен показать виду своему напарнику о связке. На ходу идешь от холода, даже на ходу, не то уже говоря, что стоя, даже на ходу начинаешь засыпать от холода. Потом встряхнешься, пошел дальше. Знаю, что этому когда-то будет конец, что это не вечно такие мучения. Идешь, 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 и знаю, что за каждым шагом все ближе, ближе твоя цель, ближе твоя заветная вершина. Она очень заботлива по отношению к товарищам, ко всем причем. Она не делает там различий, что вот этот вот любимый, этот нелюбимый меня. Ко всем. Вот это-то и удивляет, что хватает ее заботы, ее внимания на всех буквально. Если нас там 20 человек в экспедиции, то на всех 20 хватает. И тому она скажет, и тому где-то что-то, где-то улыбнется, где-то засмеется там. А когда особенно тяжелые бывают ситуации, ну так посмотришь на ее улыбку такую жизнерадостную, и самому тоже становится как-то веселей. Ну, вроде полегче уже, кажется, трудности эти, хотя они и остаются. А трудностей, конечно, много. Это и неустроенность быта все-таки. А экспедиция, это, как правило, 2 месяца в горах, на большой высоте. Вот, например, у нас в 69-м году, когда она совершила восхождение за один сезон на 2 семитысячника, на пик коммунизма и на пик Корженевской, у нас базовый лагерь под пиком коммунизма, где мы прожили в течение месяца, был на высоте 4900 метров. Мы на эту высоту спускались отдыхать. На всем Кавказе там, десяток вершин такой высоты есть. А мы туда спускались отдыхать после восхождения. Кстати, вот интересная деталь есть. Она свои дни рождения отмечала на пике Ленина, на пике коммунизма, на пике Победы. Когда, я увидела Победу, то спросила у Саши: Саня, что это, Победа? Говорит, да, это Победа. Я удивилась ее величию. Громадина стоит, влево, вправо глянешь, на несколько километров протягивается белоснежная, со скалами вершина. И я представила, прикинула, это мне, маленькой такой, с такой громадиной соперничать. И надо, конечно, быть победителем. Трудно, конечно, очень трудно с такой горой соперничать. И группа наша в составе 4 человек вышла на штурм Победы. Под главной вершиной застала непогода. Здесь как раз мы догнали днепропетровцев, которые шли впереди. И нам пришлось, вынужденная была ночевка. Мы остановились вместе с ними. Два дня была непогода. Идти нельзя было ни вверх, ни вниз. Палатки разорвало, у них одну и у нас одну, единственную, которая была на 4. Мы остались без крова. Но дружба в горах, которая рождается, как я ранее говорила, сплачивает людей разных, совсем незнакомых, случайно встретившихся на маршруте. Раньше мы днепропетровцев совсем мало знали. Здесь обстановка заставила нас
сплотиться в единую группу. Один бороться нам, и им было бы не под силу. А вместе, в едином коллективе, это все было под силу. И мы победили. Как раз было в это время, у меня день рождения был. Ребята хотели подарить восхождение мне в день рождения. И подарили. Победа была подарена в день рождения. Я, конечно, благодарна ребятам за этот подарок. Это самый дорогой подарок, какой мог бы быть вообще. Она сама характеризует восхождение на пик Победы как одно из своих сложнейших восхождений, труднейших. Вот на спуске уже себя плохо почувствовал один из товарищей, с которым она шла, Вадим Зубаков. Печень заболела. Это связано с сердечной недостаточностью, все органы завязаны друг на друга. Так она взяла его рюкзак и шла с его рюкзаком. Да, у вас есть. Ищет 6-ю и 7-ю. Да. А потом на 8-ю. На 8-ю еще подследки поставите для проката. Да. И на 10-ю на север сначала, потом на юг. Переброску поменяете. Угу. Все понятно? Ладно, спасибо. Ну вот пока у нас есть несколько свободных минут, я хочу задать вам один вопрос. Пройдены десятки самых сложнейших маршрутов. Покорены, почти что 100 вершин. Труднейшие восхождения на Памире, Тянь-Шане, Кавказе. А вам хотелось бы подняться на высшую точку Земли, на Джомолунгму. Как вам сказать? Мечта это каждого, но для меня, я думаю, что это просто нескромная будет мечта. Хотела бы, конечно, но всем хочется испытать себя. То, что уже прошел, кажется, уже пройденный этап, а то, что еще нет, то хочется испытать. Какое трудно бы ли это было, не трудно, а все равно хочется. Так что мечта у каждого из нас такая есть. Мало того, что покорить высшую точку Советского Союза, хочется еще что-то повыше. Высшую точку земного шара.